Джеймс Кинг сидел в кожаном кресле на верхнем этаже стеклянного пентхауса в центре Чикаго. За огромными окнами вечерний город мерцал тысячами огней, словно ожившая карта, наполненная жизнью и тайнами. В руке он держал бокал элитного бурбона, но не делал ни глотка, его внимание было приковано к экрану ноутбука. На экране показывалась камера с задней двери здания. В 20 часов 15 минут вышла Эмили, хрупкая девушка в простой форме уборщицы, накинутая сверху неприметная куртка. Она быстро оглянулась и покинула территорию. Обычно она не привлекала внимания, говорила тихо и избегала встреч взглядом, но что-то в ее поведении заставило Джеймса напрячься. Он, привыкший видеть ложь и угрозы в людях, почувствовал либо скрытую правду, либо впервые ошибся в своем суждении. Не подавая виду, он позвал водителя и попросил осторожно проследить за девушкой. Через 20 минут роскошный лимузин двигался по мокрым улицам старого квартала, где между облупившимися домами шла Эмили. Она шла уверенно, словно торопилась к чему-то важному. Джеймс последовал за ней до полуразрушенного склада, обошел здание и увидел, как она спустилась в подвал. Сквозь окно он заглянул внутрь и увидел маленькую комнату с облупившимися стенами. Там на полу сидела девочка лет 7 в старой инвалидной коляске. Лицо ее было бледным и уставшим. Рядом с ней на корточках сидела Эмили и тихо пела колыбельную, словно пытаясь согреть не только ребенка, но и себя. В этот момент все в Джеймсе изменилось. Вся его жизнь с ее бизнесом, деньгами и властью вдруг показалась пустой и бессмысленной. Перед глазами возникли воспоминания о собственной матери, которая работала не покладая рук, чтобы дать ему образование, и о том, как он уехал в Нью-Йорк, стремясь к успеху, забыв о самом главном. Наутро в пентхаусе царила необычная тишина. Джеймс сидел за столом зимнего сада. Перед ним лежала записка, написанная от руки, без подписи и объяснений. В ней говорилось, что девочку ждут в клинике Святой Елены, где уже все оплачено. Вместе с письмом была пластиковая карта и контакты врача. Эмили пришла в офис как обычно, спокойно и скромно. Она не заметила, как охранник, обычно не обращавший на нее внимания, впервые сказал ей «доброе утро». На ее рабочем столе лежал конверт. Прочитав письмо, она осталась сидеть на полу, дрожа от смеси страха и надежды. Никто никогда не сделал для нее ничего подобного, и она не могла поверить, что это правда. Спустя 2 дня Эмили стояла в коридоре частной клиники, держась за руку дочери, той самой девочки. Маша уже не была прикована к коляске. Врачи говорили о шансах на выздоровление и светлом будущем. Все казалось невероятным. Вечером к ним заглянул Джеймс без охраны и без деловой маски, просто человек, который потерял многое и теперь пытался вернуть человечность. Он подарил Маше игрушечный набор врача, и в ее улыбке было столько света, что он понял, спасая ее, он спасал и себя. С тех пор Джеймс стал приходить все чаще. Он слушал истории, смеялся над детскими вопросами, приносил книги и вместе с Эмили мечтал о будущем, в котором боль уступит место надежде. Он больше не был только бизнесменом, он стал человеком, способным любить и помогать. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.